Ну, признайтесь, кто в детстве собирал модельки парусников, кто любил фильмы про парусники, про корабли, про флоты? Эй, ну я, например, любил. Значит, у нас морприбор, и сегодня, наверное, последняя, да, из 5 флотов, там 4 флота, 1 флотилия, версия, и сегодня поговорим про Черноморский, про Черное море. Про Черное море, и вот у нас здесь Черное море, Черноморский флот России. И вот такая версия, кстати, есть в комплекте второй ремешок, кожаный, черный, и в базе идет черный, но немножко другого плана. И это хорошо, ремни это всегда классно, а комплект морприбора, мне кажется, один из самых-самых богатых или жирных, что ли, среди российских микробрендов, так уж точно. И вот она версия, да, Черноморский флот, черная здесь контрастная, основная подложка по циферблату, стрелки такие прям корабельные, да, стрелки в стиле морских хронографов, и в целом эти часы напоминают мне, конечно же, морские приборы. И это первая версия от Морприбор, кстати, называется эталонный 1696, понятное дело, в честь основания российского флота. Так вот, первая версия в стали. Первая версия в стали, аккуратные небольшие часы, 41 мм по диаметру, 13 мм по высоте, с учетом выпуклого сапфирового стекла, есть внутренний антиблик, 200 метров водозащиты, Miyota 9015 механизм здесь, и на задней крышке красивая такая, здесь изображение парусника «Орел», есть номер часов, и, конечно, здесь подписано, что это Черноморский флот. Ну и что касается версий, здесь на самом деле есть флот, который идет с люминофором, а есть который без люминофора. А тогда стрелки такие вот с белым внутренним покрытием люминофора, и в данном случае здесь с люмом. В данном случае с люмом, и это интересно, потому что все варианты разные у нас, да, получается. Ну и немаловажный момент, конечно же, это цена 47 900 рублей на момент записи ролика, а всех версий, всех флотов выпущено всего 330 штук, да. По 4 версии получается у нас каждый флот. Вариаций много на всех, я считаю, хватит. Обязательно напишите в комментарии, какой из флотов вам понравился больше. Может быть, что у вас уже есть в коллекции и какой вариант. По весу здесь получается 81 грамм. Ну и часы небольшие, но при этом они такие заметные на запястье. Вот мое запястье 18,5, но как видите, прям в самый раз. Я думаю, что эта модель подойдет и на среднее, и на крупное запястье. Вполне себе такой вот универсал, которого можно использовать каждый день, а с учетом водозащиты в 200 метрах, так и вообще хоть куда, что называется, да. И понятно, практичные, эргономичные очень часы с классным циферблатом. Уже много раз про это с вами говорили. И здесь вот в этой контрастной версии, как мне кажется, читаемость просто-таки потрясающая. Но я вам еще хочу 2 версии из этой подлинейки показать, потому что их вообще 4, но вот я вам сегодня 3 покажу. У нас есть вариант, который идет с IP, да, такого бронзового оттенка безелем. И здесь такие же стрелки. И здесь красная секундная стрелка. А есть еще вариант, который идет со стрелкой, которая стального оттенка, и она не выделяется так сильно, да, вот видите, абсолютно разные восприятия. Здесь как будто бы более сдержанная версия. Ну и вот, собственно, 2 стальные версии, одна красная стрелка, одна стальная. Согласитесь, выглядит абсолютно по-разному. Что вам больше нравится, напишите в комментариях. Лично мне нравится версия, наверное, которая посерединке. Мне кажется, вот сочетание стального и черного здесь просто-таки идеально. Но понятно, что у каждого, конечно же, будет свое собственное мнение. Кстати, некоторые иногда в комментариях пишут: Дэн, а почему у тебя всегда стрелки показывают разное время на всех часах? Ну что, тебе лень, что ли, настроить? А я отвечаю всегда так. Ведь ваши часы будут показывать разное время, от 0 до 12, да? И важно видеть, как стрелки в разном положении на этих часах показываются. И когда я вам показываю несколько моделей, собственно, почему бы и не увидеть, как вот они будут по-разному выглядеть на циферблате. Согласитесь, это немаловажно. Ну что ж, у нас Морприбор занимается популяризацией истории российского флота, и мне кажется, это похвально. И, знаете, здесь не только вот формально, да, мы там сделали модель в честь. А мы там сделали модель в честь, мы продумали разные цвета, мы продумали сделать вот все на русском языке, да, а ведь некоторые ленятся, согласитесь.
и комплект. В комплекте можно даже еще историю почитать. Вот это важно. То есть создатель морприбора заморачивается вот такими важными деталями и работает именно в своей стезе. Мне кажется, это похвально. Ну а по отделке, по качеству здесь все на высоком уровне и соответствует, естественно, своей стоимости. Мне кажется, здорово. Отлично поработали над вот этой новой моделью, которая называется эталонный 1696. Мне кажется, правильное направление. Такие уже серьезные, такие взрослые часы, которые можно носить хоть каждый день, но которые при этом, естественно, отражают душу и стиль своего владельца. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Конечно же, увидимся.